Монитор с разрешением 4К, отличной цветопередачей, возможностью транслировать не только по проводу, но и без него, интересный и минималистичный дизайн, хорошая сборка, как и материалы. Удобство использования, которое появляется в возможности управления функциями и настройками с помощью жестов и технологии Smart Bar, а также на борту 2 динамика и 2 микрофона. Все это не только производители рекламируют у себя на официальном сайте про монитор под названием Huawei Mate View. Пользуюсь я им уже около полугода. Но как на самом деле обстоят дела с девайсом, сейчас я вам расскажу. Меня зовут Саня, и здесь только долгие обзоры и долгие стримы. Эту штуковину под названием Huawei-овский Mate View я хотел купить, наверное, месяца 3. Сразу спойлер, у меня получилось его купить за 36 тысяч рублей, притом это получилось у меня на Тмоле. До этого я заказывал через родной магазин ритейловский, вышел он мне там в 40, но я успел отказаться. В итоге с Тмола мне он пришел, чему я крайне удивлен, то есть это из разряда того, что вау. Я его готов был купить и за 45, но он, как вы знаете, стоит за 50, далеко. Поэтому ловим скидки, кому интересно. Что у нас по комплекту внутри? Сначала я сейчас вытащу все. Наверное, документация абсолютно бесполезная. Кабель довольно короткий, правда, по-моему. Type-C, с Type-C на Type-C для подключения моего любимого ноутбука. Следующий момент. Это кабель питания, притом довольно большой и длинный. Единственное, нельзя этот блок отключать. Тоже не критично. Длинный, тоже Type-C на втором конце. И, разумеется, нам здесь подарили еще и HDMI-овский кабель. Барабанная дробь. Самое интересное. Собственно, сам монитор довольно тяжелый. Показано, как мне его открывать. Открывать нужно вот отсюда. Снизу. Вы сейчас обрадуетесь и удивитесь вместе со мной. Выглядит он, конечно, нереально классно, прямой. Все мои мониторы в последнее время были изогнутыми. Этот максимально прямой. Так, да, это заглушка. Заглушка снимается, и монитором можно наслаждаться. Здесь у нас большое количество пленки, чтобы спрятать хром. Здесь у нас 3 выхода, 2 из них питания. Точнее, 1 из них питание и 2 по возможности подключить. Изменение градуса высокое. Влево-вправо можно его также. Нет, влево-вправо нельзя, только поворотом. И кнопка... Ага, есть еще 2 выхода Type-C, мини-джек и USB. Ничего ж себе. Плюс, скорее всего, еще это колонка, что ли. Если это так, то это что-то бомбезное. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али. К слову, сегодня как раз будет стрим-розыгрыш, так что приходим, я думаю, к часам 8, решим, кто чего у нас выиграл. Перейдем же к монитору. Полетели. Поставляется Huawei Mate View только в серебряной расцветке. Дизайн привлекательный и минималистичный. Корпус выполнен из алюминиевого сплава. Материалы качественные и довольно прочные. Вдобавок ничего не трещит и не скрипит. Максимальная высота 590 мм, в ширину он 608 мм и в толщину по подставке 182 мм. Размеры самого монитора следующие: 410 на 608 мм. Монитор довольно тонкий, с прямыми гранями. Рамки, к слову, тоже небольшие, в 5 мм. Но нижняя рамка, назовем ее подбородком, в размерах больше, чем остальные. Ее размер 8 мм. Далее, подставка удобная, и на нижней части расположили антискользящую поверхность. По высоте она регулируется на 110 мм, а наклон от минус 5 градусов до 18 вперед и назад. Поворотная петля, которая соединяет экран и подставку, выполнена из нержавеющей стали. Одной рукой отрегулировать угол наклона можно без проблем. На корпусе расположили с тыльной части экрана название производителя, на подставке зарядный порт USB-C, Mini-DP версии 1.2 и HDMI версии 2.0. С боковой части подставки также есть разъем на 3,5 мм мини-джек для наушников или микрофона, 2 разъема USB-A версии 3.0 и 1 USB-C, который можно использовать для подключения любого аудио, видеооборудования или другого устройства для передачи файлов и обратной зарядки мощностью 65 Вт. Помимо перечисленного есть 2 динамика мощностью 5 Вт и 2 микрофона. Звучание динамиков неплохое, а микрофоны отрабатывают вообще отлично. На расстоянии 3,5 метров от монитора собеседник без затруднений мог слышать мой голос.
Также в подставке есть датчик Huawei Share для проекции экрана со смартфона на монитор. Но работает это дело только со смартфонами Huawei с поддержкой NFC и EMUI 10.0 и выше. Проекцию можно производить так же, как я уже говорил, по проводу и через проекцию ПК через функцию, которая есть на Windows OS. Далее на торце с нижней части экрана расположили смарт-бар для управления некоторыми настройками монитора. Управление сенсорное происходит тапами и свайпами, но присутствует два минуса. Это то, что нижний торец экрана сильно нагревается, и в некоторых разделах меню нужно будет подключать мышь. Летим дальше. Экран 28,2 дюйма IPS с разрешением 3840 на 2560 пикселей, 4К+. Соотношение сторон 3 к 2, полезная площадь экрана 94%, плотность пикселей 164 ppi, цветовой охват 98%, DCI-P3 и 100% sRGB. Количество цветов 1,7 миллиарда, 8 бит плюс FRC, а не 10 бит, как многие могут подумать. 10 бит стоило бы в раза 3 дороже, если не в 4. Контрастность 1200 к 1, сертификация HDR400 по большей части для галочки. Режим защиты зрения от синего света и мерцания на борту. Яркость максимум 500 нит. При прямом попадании света на экран мне лично яркости не хватает. И из-за матового покрытия бликов по минимуму. Но освещение происходит неравномерно, ближе к краям экрана яркость становится ниже. Так что ни о каком супер-мегатопе здесь речи не идет. Вы же понимаете, что такое неравномерное свечение. Частота обновления 50 Гц при подключении по HDMI кабелю. Также я подключил ноутбук Alienware по USB, и в этом случае у монитора частота обновления доступна 60 Гц. К слову, MacBook, как и Alienware, заряжается во время передачи картинки. Цветопередача отличная, с реалистичным отображением цветов. Если сравнивать с экраном у монитора от Xiaomi или экраном от ноутбука Alienware от Dell, то экран Huawei Mate View со своей цветопередачей мне импонирует в разы больше. И работать с фотошопом на нем куда приятнее, так же, как и смотреть фильмы. Но для профессиональной работы с изображениями не лучший вариант. Для игр использовать его можно в крайнем случае, хотя в тот же Genshin Impact со своими 60 Гц играть можно без проблем. В целом, Huawei Mate View подходит для работы, просмотров фильмов или развлечения. Я приобрел его по большей части для того, чтобы спокойно транслировать картинку с MacBook Pro на него для удобной работы. Также монитор поддерживает двухполосный Wi-Fi на 2,4 ГГц и 5 ГГц и Bluetooth версии 5.1. Летим дальше. Минусы. Недостатки, которые я обнаружил, я уже перечислил ранее. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды смотрите также в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии. Я приобретал данный монитор по лютой скидке. В принципе, у меня Huawei-вский монитор уже был. Можете обзор посмотреть на канале, так же как на Xiaomi-шные. По ссылке в правом верхнем углу все обзоры на мониторы я скину. Я их покупаю для того, чтобы ими пользоваться. Никакого ТЗ у меня не было, соответственно. Вы прекрасно понимаете, что данный монитор позиционируется как профессиональный, но до профессиональному ему уже очень-очень далеко. Все тесты, все из разряда до винтика. В интернете море информации, но как бы ее вы не пытались прочитать, на пальцах альтернативы лучше есть. Они просто все, скорее всего, будут дороже. Но, опять же, 10-битной матрицы здесь нету, а все, что в 10 бит для профов, вы примерно представляете, сколько может стоить. Не забываем, что в телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии по скидкам я постю что-то супер интересное. Если кто не знал, Poco F3 GT уже продается, и это в районе 35 тысяч, чуть-чуть дешевле. Можно расплачиваться на Али, если у вас не получается картой через Киви, что в рублях, что в долларах. Выгоднее на этой неделе было в выходные платить рублями, к слову. А в будние дни в долларах. Вот такая вот история интересная. У Алиэкспресса курс был на выходные лучше, чем у Киви. И Али пока санкционные банки карточки не принимает. Поэтому не пугайтесь. Только на Тмоле вы можете расплачиваться чем угодно. А в глобальном Али не получится. Резюмирую. Монитор Huawei Mate View лично для меня за те деньги, что я купил, это просто великолепный вариант. На стриме расскажу, за какой ценник, и я думаю, за этот ценник купил бы любой. Так как для моих задач он отлично себя показывает. Возможно, я еще и домой подобный куплю. Единственное, то, что он еще не разборный, для переноски прямо ужасно. Это тоже конкретный минус. Но это лирика, я же не для игр его брал. Для использования его как основной монитор при подключенном MacBook это просто великолепный вариант из бюджетных. Опять же, называем вещи своими именами. Не забываем подписываться на телеграм-канал Взаимопомощи. Нас уже там 8000 человек. Повторяюсь, приходите на стрим. Сегодня я разыгрываю 5 Mi-бендов. Если ничего лишнего не ляпну, то стрим сохраню. Если ляпну, то тогда в сообществе к этому каналу укажу список победителей. Девайсу от меня однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.